Вот заедается, а? Ты подумай. А Анфиса просто вот такое хладнокровие показывает. Смотри, вот он все ближе, ближе, ближе. А Анфиса вообще отвернулась и не смотрит. Ну что за кошка такая, а? Анфисия. Всем привет! Сегодня у нас кошка Анфиса и наши старые знакомые семейство лебедей, голубь и голубка. Вот это Анфисия на пирсе, в тумане, в абсолютном тумане. А вот это семейство с 7 птенцами, которые были до и появятся после. А пока у нас вот эта парочка, наши старые знакомые голубь и голубка. Вот они на кормушку забрались. Вот, с ногами. Вот что они делают с кормушкой. Ну, утки устраивают, конечно, полное безобразие. Когда вот такая стайка уток с ногами забирается на кормушку, они ее в итоге переворачивают. Потом со дна собирают, ну, в общем, безобразие. Это все происходит обычно в мое отсутствие. В этот раз я тихонько подкрался и смог их заснять. Утиный коллективный разум в действии. Значит, что у нас происходило? У нас появилось новое семейство, про это вот ролик на канале есть. 2 взрослых и 7 птенцов. А наши традиционные, наши старые знакомые, голубь, голубка и 3 птенцов, они, видимо, отлетали на речку Драу. Вот. А потом родители вернулись, а дети остались там. Детей они уже отделили. Ну, мы увидим это еще попозже, как это происходит. Потом несколько дней ходили вот это большое семейство ходило, а потом опять пришли голуби. Ну да, виды просто сказочные. Анфисия говорит, ну давайте, подплывайте. Вот сейчас попробуем, насколько они подплывут. Соответственно, кошка Анфиса в растерянности говорит, это как же так? Почему они размножились? Не особенно они тебя и боятся. Они рассуждают здраво. Не будешь ли же ты в воду за ними прыгать? А потом опять сократились. Они хотят свести меня с ума. Да. Кошка в полной растерянности. Ты куда сверзишься? Че, поплывешь, что ли, да? Уже поплывешь? Таки уже пора. Задавали вопрос, а как они живут, лебеди и утки, когда у нас зима и, в общем-то, минус, и по виду довольно холодно. Как они выживают? Даже к нам прилетают зимовать. То есть перелетные утки, например, прилетают на наше озеро и здесь проводят зиму. Все на самом деле очень просто. Самое главное, это чтобы вода не замерзла. То есть пока озеро не замерзло, у них есть и еда, и им достаточно тепло. Я измерял температуру воды. Вот выходил утром, еще не нагрелась вода от солнца, просто вот минимальная температура воды. И было плюс 2 градуса. Соответственно, лебедь или утка, половина тела погружено в воду. То есть половина тела находится в плюсовой температуре. И над водой сантиметров 15-20 тоже, ну, эффект теплых полов. Вот эта поверхность, которая с температурой плюс 2, даже если температура воздуха там минус 7, минус 8, тем не менее есть какая-то вот небольшая зона непосредственно над водой, которая тоже, ну, не такая холодная. Видимо, терморегуляция вот водоплавающих устроена таким образом, что Ну зачем шипишь? им хватает. На всякий случай, да? А еды в воде, ну, достаточно. Она даже не смотрит на тебя. Анфисочка, как ты так игнорируешь? Хотя бы посмотрела бы на него. На красавца такого белого. И дополнительный фактор – это то, что у нас практически никогда нет ветра. Тем более, что они еще живут в тростнике, где ветра нет вообще. Соответственно, действительно подогревается небольшая зона над водой, и ветер не сносит, не охлаждает. Ну-ка, не цепляйся.
Ну, подумай, гадина какая, а? Сидит, тебя не трогает вообще. И птицы при этой температуре вот могут выживать. Нет, надо цепляться к ней. Она даже отвернулась. Показывает свое презрение. Тебе не обидно, да? Или обидно? Настоящая проблема возникает, если замерзает все. Но вот в нашем климате озеро целиком абсолютно не замерзает. Тем более есть заповедник, где устье реки Тибель, и Наелись, настроение благостное. там всегда есть проталины, всегда есть открытая вода. На юг бы отправились, к птенцам. И несколько дней, когда особенно холодно, птицы могут перебраться туда. А то отделили и счастливые такие, довольные. А самый резервный вариант у них – это речка Драу. Это от нас 15-20 километров, разные участки реки Драу. Она не замерзает никогда. Поэтому там они отлетают туда, на эту реку, и там зимой собираются огромные стаи, там по несколько десятков, я вот видел. Вот и подумай, а. Собираются с разных озер и пережидают зиму. Стоит не отойти, он цепляться к ней начинает. А? Просто некоторые озера замерзают, Вайсензей, например. То есть наше озеро, оно проточное. Это на самом деле такое широко разлившаяся река, которая заполнила котловину. И поскольку есть движение воды, течение, замерзает озеро гораздо позже или не замерзает вообще. А есть озера, которые питаются родниками, которые не проточные. Вот заедается, а. Ты подумай. А вот эти озера замерзают. А Анфиса просто вот такое хладнокровие показывает. Смотри, вот он все ближе, ближе, ближе. И птицы с озер, которые замерзают, они зимуют на речке Драу, перебираются туда. А Анфиса вообще отвернулась и не смотрит. А минимальные температуры у нас это бывает минус 15, 2-3 дня может быть. Вот это самый-самый большой минус. Ну что за кошка такая, а? Анфисия. Что ж такое? А сейчас потеплело. Я записываю звук. Это у нас 26 декабря. И у нас плюсовая температура будет до плюс 7. Где-то дней 10 вперед будет. И ночью, и днем плюсовая температура. Так что вопрос, говорит, вот надо им какой-то домик. Какой домик? О чем вы говорите? Там гоняет одного из птенцов, обратите внимание. То есть, А если он без отопления, он смысла не имеет. вот, смотрите, смотрите. Набычившись, и его говорит, все, ты уже большой, давай свободен. А защита от ветра, да, но у нас ветра и так нет. В тростнике вообще нет. Один за одним начнут сейчас их прогонять одного за другим. Все, говорит, хватит. Ой, 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 опять поплыла, вот опять поплыла она. Вот. Других занятий нет, как своих детей щипать. А? Мамань. Вот, погнали. Это будет видео на канале. Случайно, причем абсолютно случайно. Вот эта парочка заплыла, и встреча, это не было какой-то попытка захвата территории, абсолютно случайное событие было. Вот опять смелый пошел. Группа там, а этот, который посмелее, пошел сюда. Ну, сейчас как бы Анфиса его не спугнула. Вот. Вот он пробирается. Ну что ж, надо его поощрить. Будут также ролики «Процесс отделения птенцов». Вот это семейство, где 7 птенцов, там родители начали отделять свою молодежь. Я вам это покажу подробно. И как смелели, один за другим смелели вот эти птенцы из большого семейства. Тоже про это будет ролик. В общем, смотрим ролики про лебедей и уток. Всего вам наилучшего. Пока-пока.